Жил-был дядечка. Он часто ругал всех вокруг. Ну как можно жить в таких условиях? Бардак. Виноваты были все. Правительство, работодатели, друзья, родители и даже жена Глаша. А вот в Советском Союзе все давали бесплатно. Но союз развалился, и ничего просто так уже не получить. Как-то раз поздно вечером он опять поругал всех вокруг. Эх, надоело. Работаешь, все одно и то же. Кому там еще не спится? Ой! Guten Abend. Коничева, Нихао. Привет, брат по разуму. Мы твои друзья. Прилетели на сигналы помощи с планеты Клюк и забираем тебя с собой. У нас тебе будет предоставлено все необходимое для жизни: большой дом, работа, еда, домашние животные. Все это будет абсолютно бесплатно. Как это? А можно мне взять с собой Глашу? Нельзя. Глашу все устраивает на земле, да и к тому же ей надоело твое нытье. Тем более мы уже далеко от твоей планеты. А мы летим орбитами, путями неизвитыми, прошит метеоритами простор. Оправдан риски мужества, космическая музыка, всплывает деловой наш разговор. Какой-то дымки матовой, земля в иллюмин... Внезапно у него потемнело в глазах, и он провалился в глубокий сон. Проснулся дядечка уже на Клюпе. Это была планета, отдаленно напоминающая Землю, с лесами и индустриальными постройками. Дышать можно было свободно, но воздух был не так свеж, как дома. Он отдавал затхлостью и имел какую-то специфическую окраску. Теперь это твое новое жилье. Располагайся. Чувствуй себя как дома. О, наверное, еда у них вкуснее. Фу, какая гадость. Дядечка утешил себя тем, что дом большой, и он наконец-то что-то заслужил, и абсолютно бесплатно ему дали. Но ничего не бывает бесплатно, даже на планете Клюп. Привет, пойдем на работу. Работа оказалась настолько ужасной, что совершенно не входила в сравнение с земными неудобствами. Я здесь тоже должен работать. Но мне об этом не говорили. И какой же здесь отвратительный запах. Дядечка возмутился и хотел уйти, но гуманоиды объяснили, что теперь это его постоянная работа, и за жилье и еду надо выполнением этой работы платить. Много часов дядечка переливал жижу из одной лужи в другую, ругаясь отборным матом. Ну как так можно работать? Как так вообще жить можно? Хотя в основном ругаться приходилось в уме. При любой попытке открыть рот, горло пронзали ядовитые испарения. Проработав так несколько часов, он понял, что попал в настоящий ад. И подумал, что все у него на земле было прекрасно. Вот бы сейчас обнять Глашу и задремать рядом. Спустя много часов его наконец отпустили домой. У Глаши в 100 раз аппетитнее. Ну, наконец-то я могу поспать. Что за ерунда? Выглянув в окно, он ужаснулся. По стеклу огромной лапой лупило гигантских размеров паукообразное создание. И таких паукообразных монстров было на улице множество. Значит, спать придется под этот скрип и вой? И окно не открыть. Да как тут вообще уснешь? Понимая, что он наделал, дядечка сидел в углу комнаты, обхватив колени, как маленький мальчик, трясся и плакал. Он очень хотел домой. От тошноты и усталости голова закружилась, и дядечка провалился в сон.
Во сне он видел Глашу, которая искала своего супруга и не могла найти себе места. Он находился рядом с ней, но она его не видела. Он пытался кричать, что вот он здесь, но губы было не разомкнуть, как будто бы их заштопали суровыми нитками. Привет, пойдем на работу. Сон развеялся. Братья по разуму, хорошие, дорогие, верните меня домой, пожалуйста. Я больше не буду никого ругать и жаловаться на жизнь. Я понимаю, что моя жизнь была замечательной. Я исправлюсь, обещаю. Гуманоиды сурово посмотрели на дядечку, и у него опять внезапно закружилась голова. Очнулся он дома, на своей кровати, рядом с Глашей.